Всем привет, это Иван Жданов. Сегодня 6 мая, и война продолжается уже 72 дня. Мы собрали для вас самые важные новости, и среди них путинская армия штурмует Азовсталь. В Херсоне нашли боевика правого сектора, а крейсер «Москва» не участвовал в боевых действиях. Представляете? Зеленский помирился со Штайнмайером, из России уходит Шелл, и критиковать Путина начал даже Лукашенко. Но сначала к военным действиям. Похоже, генералы определились, какую победу они хотят преподнести Путину 9 мая. Взятие Азовстали. Напомню, Азовсталь — это огромный металлургический комбинат в центре Мариуполя. Украинские защитники города, в том числе военнослужащие полка Азов, уже много недель удерживают завод. Российские войска, вопреки заявлению Путина, уже третий день штурмуют завод Азовсталь. Завод подвергает массированной бомбардировке. Путинские части уже вторглись в заводские помещения, об этом сообщили сами защитники. Сложно сказать, остались ли силы у солдат Украины и насколько быстро продвигаются российские войска вглубь завода. Понятно, что обе стороны несут значительные потери в этом хаосе. Но, судя по всему, 9 мая мы можем услышать, что Азовсталь типа взята и весь Мариуполь типа под контролем путинской армии. Ну а в остальном на фронте продолжается затишье. Да, непрерывно идут обстрелы Попасной, Рубежного, Северодонецка. Мне кажется, я об этом рассказываю с начала войны. Никаких решительных успехов в этих районах у российских частей нет. А в Харьковской области украинцы продолжают с боями продвигаться к российской границе. И вот она, панорама наша. Три с половиной часа общего обстрела. Сообщают, что освобождены еще несколько неназванных населенных пунктов в Херсонской области, а части ВСУ вели бои в районе Томиной Балки. В целом, украинские войска достаточно близко подошли к Херсону уже со всех сторон. Путин проиграл войну в Украине. Об этом уже даже Лукашенко не стесняется говорить. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану там у них идет у россиян, как они говорят, или так, как я это ощущаю. Я еще раз подчеркиваю, я это ощущаю так, что операция эта затянулась. Война затягивается, все идет не по плану, а сам Лукашенко пытается сделать вид, что он ни при чем. Он явно пытается слиться, этот хитрый старый лис. Но это, конечно, неправда. Лукашенко такой же участник войны, такой же преступник, как и Путин. И судить их, а может даже висеть им, придется вместе. С самого утра все обсуждают письмо из прокуратуры, которое получил отец погибшего срочника на крейсере «Москва» Дмитрий Шкребец. Вот так пишут, что его сын безвестно отсутствующий, а сам корабль ни в какой спецоперации не участвовал вообще и затонул в ходе чрезвычайного происшествия. Ну как же не участвовал, если этот крейсер на видео в первый день войны призывает сдаваться защитников острова Змеиный? Москва. 200 метров, ракетный катер. Россия. Ну и вот тут вот как раз родился мем про корабль. И теперь они буквально используют тактику. А он уволился 2 недели назад. Говорят, что корабль то, оказывается, не участвовал в войне. Он так мимо проходил и внезапно загорелся. Ну и вообще его списали. Он, знаете, вот как полицейские. Убивает каких-то жителей. И говорят, что он уволился 2 недели назад. Вот та же самая история с кораблем. Списали его 2 недели назад. Вероятно, все это для того, чтобы не выплачивать, наверное, обещанные Путиным 12 миллионов рублей каждому погибшему. Ну, обещали 12 миллионов рублей, но жалко же, из бюджета выплачивают. Не заслужили они типа.
А капитана корабля и командующего флотом еще и наградят и признают героями. Секретным указом Путина, конечно. Вообще, с начала войны количество секретных указов резко выросло. Медиазона провела статистику и выяснила, что такое происходит именно во время военных действий, когда секретными указами кого награждают? Ну, преступников, конечно, награждают секретными указами. Дай Путину волю, он вообще все засекретит. Правительство Израиля сообщило, что Путин в телефонном разговоре с премьером Беннетом извинился за Лаврова. Самое смешное, что Кремль это отрицает. Вот такое извинение секретное получается. Мы извинились, но мы не признаем, никому не расскажем об этом. А вот еще новость про одну мразоту. Я про Соловьева, конечно. Вы же помните, что он съездил в Мариуполь и притащил НЛО. Прямо реальный тубус от переносного противотанкового управляемой ракеты. Поставлено. Вот такое забавненькое устройство. Вот таким образом с него работает. Ты упираешься и работаешь. Вот такая штучка. Управление. Так. Наверное, надо на другое плечо. Да. О, на другое плечо. Ну давайте потыкаем палочкой в Соловьева. Я подал на него заявление о преступлении. Мразота-то забыла, что провезла через границу оружие, а точнее комплектующие к нему. Прямо незаконная контрабанда. А есть такая прямо статья Уголовного кодекса 222.2, много уточек, до 6 лет лишения свободы. И понятно, что сейчас Мразоту никто не посадит. Но обязательно наступит момент, когда эта мразь будет сидеть за это преступление и за разжигание войны. Вчера я рассказывал вам о памятнике бабушке с флагом СССР, который установил Кириенко. Оказалось, что эта бабушка теперь в Харькове, в больнице, а ее дом разрушил российский снаряд. И сама бабушка Анна Ивановна говорит, ну как-то паршиво, что Россия пошла вот так на нас войной. Не поспоришь. Вот такой у российской пропаганды символ. Даже тут ничего не получилось. А Минобороны России сообщает, что в Херсоне задержан член правого сектора, который планировал взрыв во время Парада Победы. У него нашли что? Флаг правого сектора, националистическую литературу и гранатомет. Все как обычно. А также нашли детали для ремонта телефонов и вот такие книги. В очередной раз случайного человека назначили террористом. Странно, что визитки еще не нашли. Террорист, еще что. Интересно то, что речь идет о параде. Видимо, парад на 9 мая в Херсоне все-таки планируется. Надеюсь, ФСБ не будет устраивать провокации и убивать своих же, чтобы потом обвинить во всем Украину. Тем временем Япония ввела дополнительные санкции против России. Заморожены активы 140 россиян. Кроме того, японцы обещали расширить список банков, попавших под ограничения. А нефтяной гигант Shell закроет в России все заправки и вообще весь заправочный бизнес продаст. Ну, видимо, Роснефти. Ранее Shell вышли из проекта Сахалин-2 по строительству завода СПГ. Европа хочет видеть Украину в Евросоюзе. По данным опроса Flash Евробарометр, 66% жителей стран Европы согласны с таким решением. Больше всего за высказались жители стран Балтии и португальцы. NBC дополнил информацию об американской помощи украинцам. Судя по всему, американцы помогли определить местонахождение крейсера «Москва» и опознать корабль, чтобы затем атаковать его. Ну и напоследок, хорошая новость. Зеленский и Штайнмайер помирились. Напомню, ранее Зеленский отказал президенту Германии Штайнмайеру, когда тот хотел посетить Украину, из-за его связи с Путиным. Теперь они созвонились, все порешали, обсудили и помирились. Хорошо, потому что сейчас не время ссориться, нужно объединяться против Путина. И пусть даже те, кто ранее был на стороне Путина когда-то, кто, может, помогал ему, сотрудничал с ним, переходит, деятельно переходит на сторону добра, совершают что-то хорошее хотя бы сейчас, и им определенно это зачтется. Путин должен остаться в полной изоляции. И еще раз повторю, что не время ссориться, все должны объединиться против главного злодея нашего времени.
Это были самые важные новости к этому часу. Обязательно что сделайте? Поставьте лайк. А мы для вас подготовим еще новостные выпуски. В 19 часов, как обычно, стрим большой про войну. А завтра военное положение, где мы обсудим все, что произошло на войне за всю неделю. Увидимся завтра.